25 апреля, понедельник. Сегодня мы приехали домой. Я вот к вечеру только немножко пришла в себя и успела уже приготовить вкусняшку. 9 часов вечера мы только садимся ужинать. Поэтому всем приятного аппетита. И это начало нового влога. У нас, как обычно, что-нибудь идет. Сегодня мы смотрим мультики ледниковый период. И поэтому будем кушать уже. Все. Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале «Уютный мир игрушек». Амигуруми, меня зовут Катя. Вышли на прогулку, погода очень шикарная. Город Краснодар. И эти, смотрите, какие цвета. Очень-очень ярко и тепло сегодня. Хотя обещают, впереди еще дождики, но вот сейчас гуляем по полной на улице, чтобы насладиться такой теплой погодой. Все. Сходили и купили мороженка. Сейчас пойдем домой кушать. И заодно решила вам отснять кусочек улицы. Вон наши домики. Я наконец-то за рабочим столом. Сегодня у нас уже среда, обед, и как раз таки у меня есть что вам показать. Я успела за вторник связать крокодильчика, и как раз таки сейчас занимаюсь оформлением описания мастер-класса на него. Да, мастер-класс уже будет на него, все ссылочки будут под видео, также и в Яндекс.Дзен, кому удобнее будет смотреть описание, и также в группе ВКонтакте будет описание крокодильчика. Рост у него от 12 сантиметров. Глазки номер 6, крючок номер 2 и либо 2 или 1 оттенок пряжи. Немножко добавила зубчиков на лобик и также на хвостик. Это может быть разные оттенки пряжи, которые вам больше нравятся. В первом крокодильчике я делала ярко-оранжевый. Здесь я хотела сделать более бледный желтенький и посмотреть, как будет сочетаться. Ну, в принципе, тоже очень хорошо смотрится. Вот это я использовала зелененький цвет Газал джинс. У меня еще остался вот такой вот небольшой моточек пряжи. Не знаю, на что хватит, ну, может быть, на какой-нибудь маленький брелочек, мини-крокодильчика связать или лягушоночка. Но на полноценную игрушку, я думаю, не хватит. На голову, на мордочку, на хвостик нужно, думаю, побольше пряжи. Я, честно говоря, не взвешивала, поэтому точно вам не скажу, сколько я потратила на крокодильчиков свитерочки, почему-то я забыла. И также я использовала оттенок голубенький, это Ярнар джинс. Вот такие вот красивые оттенки получились, тоже голубенький, очень хорошо сочетается с зелененьким. Вот так вот. В общем-то, моя первая работа, которую я уже успела связать с приездом, и начала вязать серию, обновлять, точнее, лисенка. Дальше пойдет енотик и пойдет красная пандочка. Обязательно тоже хочу попробовать связать красную пандочку из серии по одной схемке лисенок-енотик, потому что по мультику, да, как мультик сейчас идет «Я краснею», красная пандочка очень похожа с лисенком, поэтому будет схемка, думаю, схемка очень хорошо зайдет. Это я использую новую пряжу. Я как раз таки хочу посмотреть, какая игрушка получится. Это у нас получается пряжа Италия Этрофил Амигуруми. Здесь у нас идет 60 грамм органического хлопка и 40 грамм акрила, 50 грамм на 145 метров. Пряжа немного меньше по длине, чем наши привычные, но вяжется тоже очень хорошо. Крестики, посмотрите, как хорошо ложатся. Галочками я не скажу как, потому что я очень-очень редко вяжу галочками, но крестики какие ровненькие и очень хорошо ложатся петельки. Крючок у меня обычный, китайский. Вот. В общем, мне нравится, пока все идет, как процесс продвигается, как вяжется. Но хочу сказать, что ниточка, естественно, здесь немного тоньше, чем наш привычный, точнее, Ярнар джинс. Но Ярнар джинс у нас получается, он более воздушный. А вот эта пряжа, она более скручена, но плотная. То есть Ярнар джинс мы еще можем натянуть, да, в вязке, он сам по себе уменьшится. А вот эта вот пряжа, она как есть, то есть она по размеру, по идее, должна быть голова меньше, но она практически одинаковая. Так вот смотреть, практически никакой разницы нету, но это Газал джинс. Вот. В общем, дальше буду экспериментировать, смотреть, как будет вязка в маленьких детальках смотреться, и обязательно подключусь и покажу вам. Пока на этом у меня все.
встретимся позже, уже, наверное, в четверг, и я вам покажу, наверное, готового лисенка и начну следующим красную пандочку, а енотика чуть позже. Вот, так что до связи, до нового дня. А меня он кричит. Спортивная семья. Погода сегодня шикарная. Немножко ветерочек идет, но все равно на прогулочку теперь нужно каждый день выходить, пока погодка позволяет, потому что в ближайшие дни в Краснодаре будет дождик, и будем сидеть дома вязать. А пока кушаем мороженка и ездим на велосипедах. Кусочек моего района. Домики зелененькие. В таком я живу тоже. Вот отсюда не видно с угла. И тут всякие новостройки, жилые и строящиеся. А за деревьями прямо начинается стадион Галицкого, парк и вся красота, которую я вам показываю в некоторых влогах. Вот, если сегодня дойдем, конечно, доедем, покажу тоже. Там всякие новиночки поставили, говорят, очень красиво. Надо тоже дойти, посмотреть, оценить, заснять и, конечно же, показать вам. Вот. Кто первый, ты или папка? Уху, папка проиграл. Папка старался как мог. Сегодня уже пятница, а у меня эта неделя совсем не вязальная. Я то гуляю, то готовлю. И из процессов у меня совсем мало готовых игрушек, буквально 2. И все. То есть за эту неделю я прям совсем отдыхала, хотя планировала повязать для магазина, потому что я так и не отнесла игрушки в магазин, они продались на ярмарке и решила их заполнить. В итоге я совсем расплавилась. Но я думаю, сейчас я приготовлю плов, мы покушаем и вечером отсниму кусочек влога. И в субботу утром тоже, может быть, что-нибудь повяжу. И покажу вам уже влог в субботу. А планировалось, конечно же, сегодня, в пятницу выпустить. Но майские праздники впереди. Плюс это пасхальная неделя тоже у всех тяжелая. Поэтому и на мне, наверное, тоже сказалось. Так что буду дальше готовить, кушать. Наконец-то дома мы уже нагулялись, наелись, и теперь можно поработать. Так, на последнем включении я вам показывала начало лисенка. Крокодильчик у меня уже связан, я про него вам уже говорила. И дальше я вязала лисенка из пряжи Этрофил Амигуруми, это Италия. И у меня осталось с этого моточка 27 грамм. Здесь еще хватит на одного лисенка, на полноценного. Но этого лисенка я вязала в свитерочке. Но здесь на свитерочек и на ручки я не скажу, что много уходит пряжи. Думаю, что с одного моточка также можно было связать полноценных 2 оттенка. Также здесь у него в хвостик я изначально пока пришивала, потому что мне нужно было посмотреть, на каком ряду будет хорошо смотреться. И как раз под свитерочком очень актуально и очень гармонично смотрится. Вот. Ушки также я пришивала, они с двух сторон сначала связаны, потом пришиты. Сделала небольшие зубчики на мордочке и вышила кончики ушек. Глазки на безопасном креплении номер 6, мордочка, ну в принципе все как обычно, как и до этого я вязала своего лисенка, только как бы это считается, что у меня схемка немножко модернизировалась, да, как сказать, апгрейд игрушки. Но, честно говоря, я вот связала этого лисенка, и мне кажется, что ничего не изменилось, только я немножко удлинила мордочку, и голова с 7 кольцами амигуруми, а изначально у меня было 8 кольцо амигуруми до 5 прибавок, а здесь кольцо амигуруми 7 и до 5 также прибавок. В общем, как-то так. В принципе, голова осталась такая же, хотя планировала, что она будет немножко больше. Но в любом случае эту схемку я уже оставлю, и она будет у меня в полноценных разных игрушках, разных зверят. Также и игрушки будут вязаться из мультиков тоже по этой схемке. Так же, как и Лунтик был у меня, Луна.
В общем, вот. И получается 2 готовых работы на этой неделе. И как бы я дальше планировала вязать же лисенка, красную пандочку и енотика, но я решила оставить на следующую неделю, так как я просто прогуляла эту неделю. В основном мы прогулялись, да, прогуляли ее на улице. И последняя работа моя была, это я закончила зайку. Зайка связана по схемке МК модуль, только без держателя. Этого зайку я начинала вязать еще в поезде, когда ехала на ярмарку. У меня были изначально связаны ушки, ручки. Я уже просто решила быстренько связать и дооформить этого зайку. На таких заек у меня есть планы к Новому году. Я начинаю свой марафон 100 заек к Новому году. Я не буду часто показывать их на канале. Может быть, 1-2 раза я упомяну. Но основной эффект это видео к Новому году будет, когда на экране будет показано 100 заек. И они будут все разноцветные и по одной схемке. Вот такой вот небольшой вызов я себе сделала до Нового года. Я думаю, я успею, время еще много, и потихонечку уже начинаю выполнять свой план. То есть у меня осталось связать 99 штучек. Вот. Очень хочется, конечно, тоже посмотреть, сколько будет 100 штучек и разных оттенков. Главное, чтобы глазок хватило, номер 8. Вот так вот. И сейчас я первый раз говорю про этих заек, потом, может быть, свяжу штучек 30 и покажу вам еще. И, конечно, результат будет перед Новым годом. Не знаю, может быть, и на ярмарку с ними поеду, может быть, просто будут у меня лежать. Ну, зайчики, знаете, всегда актуальны, даже в любое время года. Поэтому 100 штучек зайчиков у меня никогда не пропадут. Они обязательно раскупятся на подарочки, в магазин отвезу потом. В общем, с ними можно будет дальше работать. Так, дальше я успела уже получить свой заказ с Алиэкспресс. Я заказала основу для брелочков на серебряной веревочке. И хочу попробовать повязать брелков к ярмарке или к ярмаркам, которые будут на следующий сезон, там осенние, начнутся с осени. И как раз таки хочется небольших брелки повязать, в основном детские, знаете, когда дети на рюкзаки вешают. И что-нибудь, я думаю, какой-нибудь брелочек да зайдет. С размерами я пока думаю, какие брелочки. Вот решила попробовать на солдатике. Это с сериала «Игры кальмара». Я думаю, уже все известные герои. На такого кальмара у меня тоже будет мастер-класс по этой схемке. Эта схемка уже давно связана, просто она еще не опубликована. Я вязала еще в прошлом году, как только начался этот сериал. И на ярмарке, кстати, они очень хорошо заходят. Вот, и я как раз таки хочу связать маленького и к нему же связать большого, чтобы мастер-класс был в комплекте. Мини-солдатик и солдатик побольше. Вот, пока связала вот такой он в процессе, без одной руки, как обычно у меня. Рука просто пристегнута на булавочке. В общем, я сегодня закончу, но уже смогу вам... Сегодня я закончу и смогу вам показать уже в мастер-классе, который я публикую в ВКонтакте либо Яндекс.Дзене. Вот, и сейчас у меня идет опрос ВКонтакте, какой следующий мастер-класс делать. На следующей неделе у меня должен выйти мастер-класс. И я решила сделать опрос ВКонтакте, какой мастер-класс следующий делать. Я выбрала 3 зверят, на которых я еще не делала описание. Это зайка, бегемотик и единорожка. Единорожка будет фотография, потому что на ярмарке его купили. Вот, если вы успеете, то проголосуйте, какой вы хотите мастер-класс на этой недельке, и я обязательно сделаю. Вот. Но в дальнейшем все равно будут все мастер-классы, просто какой вы хотите получить быстрее всего. Вот так вот. А то мне пишут, спрашивают, когда будет зайка, когда будет единорожка, когда будет то-то, то-то. В общем, чтобы было все по-честному, мы решили проголосовать. Так что проходите по ссылочке, голосуйте, и с понедельника либо вторника уже будет новый мастер-класс. А на этом я заканчиваю свое видео. Спасибо вам за просмотры, спасибо вам за лайки. Надеюсь, вам мое видео такое небольшое понравилось. Если есть какие-то вопросы, обязательно спрашивайте, постараюсь на них ответить. И подписывайтесь ко мне в группу ВКонтакте и также на канале Яндекс.Дзен. Всем хорошего дня, всем хороших праздников и пока-пока.